из Парижа. Прямо к самолету привезли. Какой красивый. Спасибо. А теперь о самом главном. Я был у Анны. Закончил 3-й год с высшим баллом. Скучает. Передает тебе привет. Такая красавица стала. Будет замечательный доктор. А это Курт с друзьями. 1 шаг до офицера. Я обещал, что на выписку из училища мы прилетим. Обязательно. У них скоро учение. Попросил перевести его на восток. Почему? Скоро узнаешь. К концу 40-го года на Гитлера работает вся европейская промышленность. Германия кажется непобедимой. У нее лучшие в мире танки, минометы, артиллерийские орудия, самолеты. У нее испытанные в боях солдаты и офицеры. Общая численность вермахта составляет более 7 миллионов человек. Но в Кремле уверены, Германия не решится на войну с Союзом раньше 1942 года, пока не одержит победу над Великобританией. По первоначальному замыслу Гитлера, вермахт должен был напасть на Советский Союз весной 1941 года. Планы поменялись в последний момент. Фюрер временно отложил наступление на восток и направил войска на Балканы. Да, спасибо, Бранко, все хорошо. Не понимаю. Гитлер заключил договора о ненападении чуть ли не со всей Европой. Но это не помешало ему начать войну. Для Гитлера любой договор – это просто бумажка. А японцы этого не понимают? Это все понимают, не только японцы. Но каждый верит в то, во что он хочет верить. Ну да. Вот, передашь это связному. Да пошел. Сам передавай, если тебе нужно. Я больше не пойду. Эдит, ты опять начинаешь? Значит, Не трогай меня. Ты специально это делаешь? Ждешь, что меня арестуют, а сам спокойно будешь шляться по девкам? что ты несешь, дура? Заткнись! Сам заткнись! Прекратите оба! Вы что, забыли, зачем мы здесь? Чем мы здесь занимаемся? Но ты же мне обещал. Иди, ты много раз это делала. И каждый раз ты это делала блестяще. Вот именно, много раз. И только я знаю, чего мне это каждый раз стоило. Ну, послушай, Анна здесь. Анна недавно приехала. Она не знает города, она не знает языка. Мне некого больше послать.
Извините, Здравствуйте. не подскажете, где тут можно нормально поесть? Это не так-то просто. Хотя за углом дивная французская булочная. Там всегда есть вкусные круассаны. Большое спасибо. Принесли? Да. Давайте. Отвернитесь. Мне нужно поправить чулок. Ублюдок. Стерва. Заходи. Где Бранко? Где брат? На работе. Интересная такая работа. Глаза косые, сиськи маленькие. Зовут Йосика. Не говори ерунды. Поверь, я бы знал. Ну да, ты же разведчик. Я тоже. Вот, нашла это у него в кармане брюк. Давай выпьем, Рихард. Ну, и что ты собираешься делать? Развод, я его больше не люблю. И я ухожу. Я не могу здесь больше жить. Как же я ненавижу эту страну. Как же я ненавижу эту работу. Как же я ненавижу этот проклятый Токио. Как же я ненавижу тебя. Алло? Здравствуйте, я редактор агентства «ГАВАЗ». Бранко дал этот номер для экстренной связи. Передайте, пожалуйста, что мы его ждем в агентстве ровно через полчаса. Хорошо, господин... Господин Энсон. Хорошо, господин Инсен. Благодарю вас. Черт бы всех побрал. Что там? Звонил господин Инсен. Ты с ума сошли, что у вас происходит, Сулит? Рихард, все кончено. Она хочет подавать на развод. Ты прости, я не успел тебя предупредить. Но мы с ней разные люди. Она хочет уехать к сестре. Рихард, что мне делать? Что тебе делать?
что нам делать? Я запрошу Москву разрешения о вашем разводе. Рихард, прости. В связи с создавшейся ситуацией прошу Центр дать разрешение на развод Жигала с женой. Рамзай. Слушай, чем они у тебя там занимаются? Это разведка или бордель? Рестораны, женщины, а теперь развод. По-моему, они слишком шикарно живут за деньги трудового народа. Да тут дело-то не в деньгах. Мы ведь и так урезали финансирование группы Рамзай больше, чем наполовину. Товарищи живут на деньги самого Рамзая и на те средства, которые зарабатывает мастерская Макса Клауза. Значит, мало урезали. Советскому человеку в голову даже мысль не может прийти о разводе. Тем более, если этот развод разрушает дело. Согласен. Но если мы оставим жену Жигала в Токио… Ладно, черт с ней, пусть едет. Только не за наш счет. Хорошо. Нет, не надо. Будем надеяться, нам нужна нефть. Понимаешь? А в этой ситуации… Прости, Курт. Я тебя покину. Рихард! Привет. Привет. Ты что, вчера перепил, что ли? Прими мои поздравления. С чем? Да ладно. Эта глянцевая галоша от тебе ничего не сказал? Берлин официально признал тебя лучшим журналистом Рейха на Востоке. Ты рад? Даже не знаю. Я как-то не очень честолюбив. Да ладно. Брось. Все мы хотим быть лучше других. Я, например, тоже мечтаю о повышении. И, может быть, меня наконец переведут куда-нибудь из этой чертовой дыры Японии. Давай присядем. Кельнер, 2 чая, пожалуйста. Надоели эти косоглазые. Представляешь, они обратились к нам с просьбой предоставить им новейшие радиопеленгаторы фирмы Siemens. Я спрашиваю Кавай, зачем? Он глаза опустил, молчит. Стыдно. Потом под большим секретом признался мне, что здесь у них в Токио уже несколько лет действует какой-то передатчик. Контрразведка буквально с ног сбилась. Кавай пинают на каждом заседании. Сегодня они встречаются с Ото. Поезжай с ними. Я хочу знать, о чем они будут говорить. Они считают, что здесь действует какая-то крупная разведывательная группа. И если это так, то я должен об этом знать. Перестань. Обычная японская шпиономания. Благодарю вас. Они принимают своих радиолюбителей за иностранных агентов. Это же смешно. Знаешь, у нас в Гамбурге был похожий случай. Мы искали один радиопередатчик, который каждую ночь выходил в эфир и передавал одно и то же, 3 8. Когда его арестовали, оказался обычный шизофреник. Сидел в гестапо, трясся, слюни пускал, извинялся, плакал. Выяснилось, на языке радиолюбителей 3 8 означает «я вас люблю». Так вот этот идиот решил признаться в любви всему миру. А гестапо буквально месяц стояло на ушах. Ну и что вы с ним сделали? Посадили по обвинению в симпатиях к коммунистам. То есть, ну он же передавал «я вас люблю». Коммунисты могли принять это на свой счет? Ну да. Да, железная логика. Я все правильно понял?
Ты просишь перевести тебя под начало Каваи. Ты же сам говорил, что с ним невозможно работать. Да. Но теперь я хочу довести расследование с передатчиками до конца. Хорошо. Я подготовлю приказ. Переходи в группу Каваи. От имени японского правительства я хочу поблагодарить немецкое посольство и лично вас, господин посол, за передачу в наше распоряжение новейших пеленгаторов. Это наша общая борьба. Американцы чувствуют себя как дома у нас в Токио. Мы не можем настичь их. Убьем одного, на его место приходят другие. Их рация не умолкает. А теперь им всем придет конец. Американским? Да, само собой. Русская разведка уже провалилась, когда в наши руки попал Люшков. Вы помните такого, надеюсь? Да, конечно, конечно. А, кстати, что с ним? Он свел счеты с жизнью. Какая глупость. Господин полковник, ты что здесь делаешь? Назначен командиром полицейской роты. Прибыл в ваше распоряжение. Даже не думай. Уходи. Со мной ты работать не будешь. Иди, иди. Прошу прощения, господин посол. Надеюсь, немецкие специалисты помогут нам освоить эту технику. У нас, увы, значительные проблемы с кадром. Господин полковник, в чем дело? Не слышал, что я сказал? Я ошибался. Приношу свои извинения. Вы были совершенно правы. Что ты там бормочешь? Не слышу. Виноват, господин полковник. Я допустил ошибку. То есть признаешь, что ты болван? Да. Так точно, признаю. Что ты признаешь? Что я болван, господин полковник. Ладно, работай. Я сделаю из тебя настоящего полицейского. Как вы строгий, господин полковник. Не больше, чем надо. Дураков следует учить. Этот идиот серьезно доказывал мне, что доктор Зорге русский шпион. Интересно. А почему он так решил? Вы не догадаетесь, потому что вы рыбу ловили. Я отстранил этого идиота от ведения дел. Дай ему волю, он пересажает все немецкое посольство. А сейчас, господа, я приглашаю вас на обед. Отметим сегодняшние события. Макс? Спасибо. Привет, Далиса. Привет. Заботы поднимают с раннего утра, и работают они до глубокого вечера. А ночью их мучают кошмары. Прибыль, убыль, дефицит. Срочно нужен профицит. Не прикидывайся, сердце выскакивает, когда видишь надпись «Макс Клаузен и Ко». Тем не менее, наша фирма покрывает расходы группы, еще кое-что остается. Несмотря на то, что Москва сократила финансирование в 2 раза. Еще эта история с Эдит. Да, это моя вина, ребят. Не надо было давать разрешение на рождение этого ребенка, не надо. Раз ты Господь Бог. Но я отвечаю за каждого члена группы, Макс. А мне жаль Эдит. Она выгорела. Но если бы она еще оставалась здесь, это было бы опасно для нас. Кстати, я могу работать вместо нее. Ваши документы, пожалуйста. Документы. Паспорт, пожалуйста. Паспорт. А что у вас в сумке?
Что вот это? вот? Да, я хочу посмотреть. У меня есть куры. Куры, понимаете? Куры? У меня есть куры. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Курица? Да, это корм для кур. Куры. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Для курицы. Корм для курицы. Понятно. Спасибо. Аригато. Спасибо. Аригато. Вы свободны. Господи, я думала, что я просто умру от страха. Я думала, что я еще секунду и убегу. Особенно, когда он подошел и стал лезть в мой узелок. Ну, то как тебе в голову могло прийти про Курт? Ко-ко-ко. Наверное, от страха. Ладно, ребят, теперь давайте серьезно. Макс, нужна связь с Москвой. Есть очень серьезная информация. Первая от Хирфера. Боюсь, что для Гитлера пакт о ненападении Советским Союзом всего лишь бумажка для отвода глаз. А вторая информация – это от Заки. Херфер уламывает каноэ повернуть Японию. С юга на север. И что, принц? Адзаки призывает его не верить Гитлеру. Угу. Ну как? Да все вполне логично. Гитлер не раз обманул Японию. Почему проиграли молниеносную войну, так хорошо продуманное каноэ? Потому что Гитлер поставлял Чайканше оружие и держал там своих советников. А как поступил Гитлер, когда Япония терпела поражение за поражением на Халхин-Голь? И все, ребят, потому что он хочет завладеть их тихоокеанскими колониями. А человек, претендующий на мировое господство, способен на все. Адзаки думает, что каноэ прекрасно сейчас понимает, что единственный разумный выход для него – это начать параллельные переговоры с Советским Союзом. Ика, неужели война неизбежна? Они там. Понимаешь ли, в чем дело? Если один сумасшедший заставляет всю нацию на мир смотреть через прицел, боюсь, что да. Господи, боже мой, бедные немцы. И все остальные тоже. Господа, покупайте сосиски Аншигер. Они вечные, как время, и свежие, как газетные новости. Господа, покупайте сосиски Аншигер, горчица бесплатно. Господа, покупайте сосиски Аншигер. За вами танец. Обязательно. Господа, покупайте сосиски Аншигер, горчица бесплатно. Господа, прошу вас, покупайте сосиски Аншигер. Покупайте сосиски Аншигер, горчица бесплатно. Господа, сосиски Аншигер. Фрау, не желает ли сосиску? Нет, Рихард, спасибо. У вас очень красивое платье. Благодарю. Пытаюсь соответствовать статусу жены посла. Как вам портрет? Знаете, фрау, меня интересует не столько внешнее сходство, сколько внутреннее видение японского художника. И то, как он представляет нашего фюрера. Я согласен, это немного примитивно, но вы знаете, достаточно искренне. А, по-моему, это мазня. Доктор прав. Именно. Искренность. Дадите мне одну на пробу. Конечно, прошу вас.
Благодарю. Пожалуйста. Прекрасно. Спасибо. Прекрасно выглядишь. Благодарю. Но только пропах этими сосисками до кончиков ногтей. Ну и что вот там делать? Вылизывает важного гостя из Берлина. Тебе не кажется, что намечается что-то серьезное? Пойду узнаю. Не забудь рассказать мне. Хорошо. Господин посол, вы что, хотите уморить своего гостя голодом? Прошу вас, баварские сосиски, горчица. Вот из Ольги. Знакомьтесь. Полковник Шильдкнехт. Сосиски очень кстати. Доктор Рихард Зорге. К вашим услугам. Рад служить. И кто же вас не знает? Ваши статьи цитируют в Берлине. Я благодарю вас. Ну, что нового в столице? Последняя новость – перелет Гесса к англичанам. Ну да, я это слышал. Ну и как вы думаете, это что, предательство? Исключено. Фюрер не сомневается в его преданности. Скорее всего, бедняга просто сошел с ума. 5 месяцев к этому готовился. Написал письмо фюреру, что хочет помочь спасти нордическую расу. Бедный Гесс. Вот к чему приводит эта дурацкая тяга к мистицизму и астрологической дури. Фюрер опасается, что союзники подумают, что Гесс полетел туда для того, чтобы вести переговоры о сепаратном мире. И Тройственный союз может развалиться. А сейчас это очень не кстати. То есть вы имеете в виду войну с Англией? Нет, дорогой. У Германии есть более важные задачи. Гитлеру вовсе не нравится воевать с Англией. Но он вынужден делать это, пока у власти находится этот шут Черчилль. И вся эта кучка сумасбродов, управляемая евреями. Чем бы ни закончилась война с Англией, выиграют от этого только Америка, Россия и Япония. Ну, это я понимаю. При всей своей симпатии Америка очень радуется нынешним потерям Англии. Уж очень хотят прибрать к рукам их колонии. Да, но Америка далеко. А вот Россия... Этот хитрец Сталин рассчитывает, что Америка вступит в войну. И тогда года через 3 мы окажемся совершенно обескровленными. И вот тогда он и нападет. А фюрер не может себе позволить, чтобы Сталин обманул его. Господин Шильдкнехт прибыл к нам, чтобы помочь подготовить договор между Германией и Японией. Военный. Ты понимаешь? Так что мы тут без тебя. Так все-таки война с Россией. Ну, а как же пакт? Доктор Зорге. Эгер, мне нужны последние сводки и документы, что ли? Необходимо, но не на столе. Возвращайся быстрее, без тебя тут скучно. Благодарю вас. Ваша сосиска. Простите. Рихард, дорогой, я думаю, что все это может подождать и до завтра. Предлагаю выпить что-нибудь покрепче. Господин полковник, честно, я сам хочу сбежать, чтобы избавиться от обязанностей продавца сосисок. Да, если вы хотите иметь маломальский приличный анализ ситуации, то мне надо подготовиться, извините. Благодарю вас. Рихард, ну будем танцевать. Обязательно, Пать. Обязательно. А сейчас у меня к вам ответственное задание. Держите. Вы должны распродать все эти сосиски, а деньги отдать госпоже. Вот. Так. Вы знаете, что эти деньги пойдут на благотворительные нужды? Да. Я думаю, что у такой красивой девушки, как вы, это получится гораздо лучше, чем у такого старого ворона, как я. Итак, попробуйте. Сосиски. Знаю, знаю. Аншигер. Да. Они вечны, как время, и свежи, как газетные новости. Покупайте сосиски, горчица бесплатно. Хорошо, идите. Сосиски Аншигер. Они вечны, как время, и свежи, как газетные новости. Покупайте сосиски.
сосиски горчица бесплатно. Сосиски аншигер. Горчица бесплатно. Есть сигнал? Нет. Понятно. Продолжайте слушать. Доктор Зорге, ну нельзя же столько работать. Я продала все сосиски. Господин посол велел вас отсюда вытащить. Без вас там такая скука. Даже потанцевать не с кем. Все вьются вокруг берлинского гостя, как будто нет ничего важнее этих сплетен, что он привез. Хватит. Что это за сплетни, дорогая Патриция? Представляете, по всей Германии введены продовольственные карточки. Как хорошо, что мы все-таки здесь. И так хочется потанцевать. И не думать обо всех этих ужасах. Все только и шепчут, что о новой войне, Рихард. Я приду ровно через 15 минут. Только уберу документы на место. Через 10. Хорошо. Через 10. Только не вздумайте ни с кем танцевать. Дуэли нам сейчас не нужны. Рихард. Ты с ума сошел? Рихард? Плевать. Три подряд. Подумай о своем здоровье. Ты мне нужен, пошли.
Что случилось? В Берлине окончательно принято решение о нападении Германии на Советский Союз. В данный момент ведется окончательная разработка плана нападения под кодовым названием «Барбаросса». Когда? Сразу после завершения военных действий в Европе. Думаю, конец мая 41-го года. Эту пленку надо срочно проявить. А мне надо к Максу. Я составил донесение, надо предупредить Москву. Постой, ты бледен. Опять сердце? Да к черту твое сердце. Подожди. Как ты поедешь? На мотоцикле. Ика, ты перебрал. Ты забыл, что я профессиональный гонщик? Я поехал. Где я? Все хорошо, доктор Зорги. Вы в больнице Святого Луки. Слава Богу, вы живы. Позвоните Максу Клаузену, срочно вызовите его сюда. Хорошо, доктор Зорги. Закрывайте глаза, вам нужно заснуть. В вашем положении лучше ни о чем не думать. Позвоните Максу Клаузену срочно. Хорошо. Это мой долг журналиста. Хорошо, доктор Зорги. Марта, позвоните господину Клаузену и сообщите в полицию. Пусть приедут, составят протокол, опишут вещи и документы пациента. И срочно готовьте его на перевязку. Макс Клаузен. Макс Клаузен. Макс Клаузен. Анна, где мой паспорт? Что случилось? Несчастье. Какое несчастье? Рихард разбился. У него наверняка с собой документы. Это провал. Так. Не паникуй. Что? Возьми себя в руки. Спрячь рацию. Я поехал. Давайте снимем пиджак. Нет. Доктор. Но нам надо вас осмотреть. Мне нужен Макс Клаузен. Рихард! Что с ним? Авария. По-моему, у него инфаркт. Макс. Вы не могли бы нас оставить на минутку? Только на минутку. Ты как? В левом внутреннем кармане пиджака. Срочно. Передай
передать в центр. Макс, война. Я... Доктор! Отойдите, отойдите! Спокойно, господин Клаузен. Удивительно, что он так долго оставался в сознании. Срочно в операционную. Все, можно его уже уводить. Простите, простите, пожалуйста. Где можно увидеть господина Зорге? А вы кто ему, простите, милый фролин? Я его друг. Он очень пострадал. Он ведь живой, да? Ну, ему уже лучше. Но у него инфаркт, поэтому ему нужен покой. Подождите, пожалуйста. Он совершенно не переносит больницы и все такое. Ему не будет здесь спокойно. Можно я увезу его домой? Ну, понимаете, что за ним нужен уход? Я все умею. Я обеспечу ему уход. Ну, хорошо, пойдемте. Вон, проходите к нему, проходите. Ну что ты? Не надо. Не надо. Скажите, где палата Зорги? Вам туда. Я буду за тобой ухаживать. Делать тебе уколы. Рихард, я всегда буду рядом с тобой. На, попей. Тихонько, тихонько. Зачем тебе нужна такая старая развалина? С инфарктом в придачу. Зачем ты так говоришь? Я никогда не оставлю тебя.
Рихард, Эльма, как ты? спасибо. Уже лучше. Я просто зашла. Ладно, не буду вам мешать. Гельма. Муж ждет. Гельма! Тихо.